Основанная более 60 лет назад семьей Бро, сейчас Manitou Group работает по всему миру и является мировым лидером по производству машин повышенной проходимости для перемещения грузов в разных областях применения. В линейке телескопических погрузчиков для сельского хозяйства представлены машины грузоподъемностью от 2,5 до 6 тонн. На этом видео представлен обзор телескопического погрузчика Manitou MLT X741-140V+, представителя нового модельного ряда New-Ag, разработанного специально для нужд сельского хозяйства. Комбинация букв и цифр в названии сельскохозяйственного погрузчика MLT X741-140V+, означает M – Manitou, LT – телескопический погрузчик сельскохозяйственного назначения, X – серия машин, оснащенная двигателями стандарта Tier 3. 7. Максимальная высота подъема 6,9 метров. 4.1. Максимальная грузоподъемность 4,1 тонны в соответствии с диаграммой нагрузок. 140. Мощность двигателя. V+, коробка передач Vario+. Габариты машины. Общая ширина машины составляет 2,39 метра. Ширина кабины 95 сантиметров. Габаритная длина до каретки со сцепным устройством 4,97 метра. Общая высота машины 2,38 метра. Колесная база от 2,81 метра. Дорожный просвет 0,41 метра. Ненагруженный вес с вилочным захватом 7655 кг. Максимальная грузоподъемность 4,1 тонны. Транспортная скорость 40 км в час. Максимальная грузоподъемность MLT X741-140V+, составляет 4 тонны 100 кг, а высота подъема 6,9 метров. На эту высоту стрела поднимается за 7,8 секунд. Время опускания стрелы 6 секунд. Телескопический погрузчик Manitou MLT X741-140V+, нового модельного ряда New-Ag с экономичным двигателем Deutz мощностью 136 лошадиных сил и улучшенной гидросистемой отличается повышенной производительностью и высоким уровнем комфорта оператора в тихой кабине. Данные машины включают в себя все передовые разработки инженеров компании Manitou. Manitou – один из немногих производителей, который показывает реальные характеристики грузоподъемности машины в сельскохозяйственных условиях по системе сертификации EN1459B на мягкой, неровной рабочей поверхности. Многие другие производители показывают своим клиентам диаграмму нагрузки, предназначенную для работ в строительстве EN1459 или EN1459A, когда машина работает на твердой и ровной поверхности, а это не совсем верно, так как при работе в сельском хозяйстве почва, как правило, неровная. Сейчас мы покажем возможности подъема груза телескопическим погрузчиком MLT X741-140V+. Стрела втянута, центр тяжести груза находится на расстоянии 1 метр от колесной базы. Стрела поднимается до угла 63 градуса без выдвижения. Максимальная грузоподъемность при таких условиях 4100 кг. При выдвижении оператором стрелы на 1 метр и 55 сантиметров от колесной базы вес остается постоянным на всем протяжении подъема и составляет 4100 кг. Важная особенность этой машины – возможность автоматически произвести абсолютно вертикальный подъем на высоту до 6 метров при наличии опции вертикальный подъем и сохранение различных фронтальных вылетов. При выдвижении стрелы на 1,8 метров подъем груза весом до 3500 кг возможен на высоту до 2,8 метров. Дальнейший подъем возможен на максимальную высоту до 5 метров груза весом до 4100 кг. MLT X741-140V+, при горизонтальном вылете 2,1 метра произведет подъем до 3000 кг груза на высоту 2,2 метра. Вес до 3,5 тонн, поднимает на высоту до 3,2 метров, а 4100 кг на высоту 5,2 метров при сохранении горизонтального вылета. При горизонтальном вылете 2,4 метра телескопический погрузчик производит подъем до 2700 кг груза на высоту 2,3 метра. До 3 тонн поднимает на высоту до 3,3 метров. 3,5 тонны груза на высоту до 3,9 метров. Максимальный вес 4100 кг на высоту до 5,5 метров. Оператор
Фронтально выдвинув стрелу на 2,5 метра, сможет поднять до 2,5 тонн груза на высоту до 1,9 метров. Далее вес увеличивается до 2700 кг, а высота подъема до 2,9 метра. Затем вес вырастает до 3000 кг и, соответственно, высота до 3,6 метра. Затем 3500 кг до 4,3 метров. И максимально возможный вес 4100 кг можно поднять на высоту до 5,6 метра. Увеличивая фронтальный вылет до 3 метров, телескопический погрузчик MLT X741-140V+, поднимает груз весом до 2000 кг на высоту до 3,2 метров. Далее груз весом 2,5 тонны до 3,5 метров. Затем 2700 кг на высоту 3,4 метра. На высоту до 4,6 метров поднимает груз весом 3 тонны. И 3,5 тонны на высоту до 6 метров. Максимально возможный вылет 3,9 метра позволяет поднять груз весом 1400 кг на высоту до 4,5 метров. На высоту 5,3 метра телескопический погрузчик поднимает груз весом до 2000 кг. На высоту 5,5 метров груз весом 2500 кг. На высоту 5,8 метров груз весом 2,7 тонны. И максимальный вес 3000 кг на высоту до 6,9 метров. Доступ в кабину телескопического погрузчика MLT X741-140V+, осуществляется посредством ступеньки Easy Step. Ширина ступеньки, интегрированной в пространство кабины с выступом в полу, позволяет заходить и выходить из кабины лицом, а форма ступеньки предотвращает соскальзывание. 2 ручки на каждой стороне кабины для доступа внутрь адаптированы по росту оператора. Все это в целом увеличивает безопасность оператора телескопического погрузчика. Лобовое стекло и крыша кабины, являющиеся единой частью, а также высокая посадка оператора модели MLT X741-140V+, позволяют обеспечить обзор на 360 градусов, гарантируя безопасность для водителя и окружающих. Входящее в стандартную комплектацию панорамное зеркало позволяет эффективно контролировать рабочую обстановку при меньшем количестве перемещения оператора в кабине. Кабина установлена на 4 сайлент-блоках с максимальным свободным ходом плюс-минус 16 мм. Кабина в MLT X741-140V+, имеет 2 уровня сертификации для защиты от опрокидывания ROPS и падающих предметов FOPS. Остекление крыши кабины надежно защищено решеткой, запатентованной компанией Manitou. Пластины решетки расположены под оптимальным углом и не препятствуют обзору. Сама же решетка расположена поверх остекления и не сокращает объем пространства внутри кабины. Для лучшей защиты оператора от солнца кабина оборудована шторкой с регулируемым положением по всей длине остекления. В телескопическом погрузчике MLT X741-140V+ устанавливается сиденье Grammer. В комплектации Classic это механическое сиденье. В комплектации Premium – сиденье с пневмоподвеской. В комплектации Elite – сиденье с низкочастотной пневмоподвеской. Пневмоподвеска смягчает вибрацию благодаря интегрированному компрессору. Низкочастотная подвеска смягчает вертикальную вибрацию и толчки, предотвращая подпрыгивание сидения в критических ситуациях. Сиденье обеспечивает максимальный комфорт оператора, гасит вибрации, передающиеся от подвески погрузчика на рабочее место оператора, и уменьшает нагрузку на спину. Все это снижает усталость оператора при выполнении работ. Подлокотник интегрирован с креслом оператора. Широкая конструкция подлокотника, возможность регулирования по высоте и повтор движения сидения обеспечивает максимальный комфорт оператору и уменьшает его усталость. Стандартная комплектация включает в себя плавающий подлокотник с джойстиком JSM, ручной дроссель, кнопки DSB, навигатор и место для хранения. Это позволяет максимально комфортно расположиться оператору в кабине. Для удобства оператора все кнопки на подлокотнике разделены на 4 цвета. Красный – кнопки, отвечающие за систему безопасности. Оранжевый – отвечающий за работу с трансмиссией, двигателем. Синий – за работу с гидравликой. Черный – все прочие функции. Все кнопки являются Double Switch Buttons DSB и запатентованы компанией Manitou. Это позволяет перемещать кнопки в любые слоты без необходимости их перепрограммирования. Каждая DSB-кнопка запоминает свои функции и настройки.
Определение кнопки происходит при помощи технологии LIN. Применение данной технологии является уникальным среди производителей телескопических погрузчиков. Помимо этого, все кнопки изготовлены из силикона и имеют увеличенную площадь, а также LED-подсветку. Несколько кнопок и ручной дроссель интегрированы в подлокотник для оперативного доступа операторам. Кнопка сохранения режима работы двигателя на подлокотнике программирует рабочие обороты двигателя для запоминания и сохранения максимальной эффективности при работе машины. Кнопка «Ограничитель скорости» позволяет запрограммировать погрузчик так, чтобы он не набрал скорость выше заданной. Это позволяет обеспечить максимальную безопасность при работе в ограниченном пространстве и на территориях с ограничениями скорости движения. На подлокотнике находится консоль управления дисплеем. 3 кнопки, которые отвечают за включение-выключение джойстика, управляющего гидравлическими движениями, проблесковый маячок, аварийная сигнализация. Дисплей дает доступ к навигации всех установок и меню информации с помощью ручки управления и 3 кнопками. В настройках этого меню доступно следующее: мгновенный расход топлива, средний расход топлива за смену, запас топлива, установки кода запуска двигателя, без ввода которого погрузчик не заводится, дата, время, управление яркостью подсветки панели, проведение диагностики систем, калибровка систем, активация-деактивация работы опций. На подлокотнике также есть защитный барьер, предотвращающий случайную активацию кнопок локтем оператора. В данной комплектации машина оборудована дисплеем Harmony размером 4,3 дюйма. Левая часть дисплея является информационной панелью, на которой показаны обороты двигателя, остаток топлива в баке, температура охлаждающей жидкости, индикаторы включения-отключения опций, а также неисправности систем. Правая часть жидкокристаллического дисплея выполняет роль информационной панели при входе в меню погрузчика, а также отображает угол подъема стрелы, требования технического обслуживания, активацию-дезактивацию системы безопасности, скорость движения, текущий запас хода, то есть на сколько часов работы осталось топлива в баке, средний расход топлива, общую наработку и наработку за смену, ход, вперед, нейтраль, назад, текущее время, текущая температура окружающей среды, сигнализатор-ограничитель продольной устойчивости. В случае, если в машине включена опция или появляется неисправность, то в левой части монитора появляется соответствующее светодиодное сообщение, которое будет расшифровано в правой части монитора. При этом экран отображает информационные всплывающие окна разными цветами. Синий цвет сообщения – информационное сообщение, серый – сообщение о работе, оранжевый – предупреждение, красный цвет сообщения – неисправность системы. В комплектации Elite или опционально в комплектациях Classic или Premium устанавливается цифровой экран Display Vision размером 7 дюймов. Под дисплеем находится ряд важных кнопок, которые также регулируют и контролируют работу погрузчика. Важная красная кнопка, отвечающая за временное отключение системы безопасности, так называемый парашют. Нажав и удерживая кнопку 3 секунды, происходит отключение системы безопасности на 60 секунд, что позволяет выполнить необходимое опасное движение. При работе с ковшом должен быть обязательно включен режим работы ковша. Подключение данного режима влияет на настройки системы безопасности машины и эффективность работы гидравлики, а как следствие на скорость и качество выполнения операций. Кнопка «Режим работы с подвешенным грузом» используется только при соответствующей работе. Она меняет настройки системы безопасности машины, так как в этом случае изменено расположение центра тяжести груза, так как груз подвержен раскачиванию. В этом режиме гидравлика будет работать более плавно и медленнее. Кнопка режима «Комфорт работы трансмиссии» делает все движения и торможения трансмиссии более плавными. Кнопка «Динамический» делает все движения и торможения более мощными и агрессивными. Также есть ряд кнопок, отвечающих за прочие функции, такие как режим автоматической очистки радиаторов. Режим срабатывает один раз в 3 минуты на 15 секунд, либо при повышенных температурных показателях одной из систем. В этом случае система автоматической очистки срабатывает автоматически. Принудительное или дополнительное единоразовое включение системы очистки радиаторов используется по необходимости. Работа системы охлаждения всегда оптимальна, особенно в условиях запыленности, а также при присутствии соломы, бумаги и так далее.
Эта функция позволяет минимизировать техническое обслуживание, а также обеспечить оптимальные характеристики двигателя, экономя при этом время и топливо. Решетка предварительного фильтра защищает радиатор от посторонних частиц и улучшает температурный баланс различных компонентов. Маниту оборудует все свои погрузчики активной системой безопасности, которая не только сигнализирует об опасности потери устойчивости погрузчика, но и автоматически запрещает все опасные движения. Данная функция может быть отключена оператором принудительно при помощи нажатия на кнопку «Парашют». Но важно понимать, что при нажатии данной кнопки погрузчик автоматически ограничит мощность двигателя и снизит производительность на 50%, а это частая ошибка операторов. Система кондиционирования воздуха и отопительная система обеспечивают комфорт водителя в любых погодных условиях. Рабочее освещение погрузчика позволяет работать ночью так же, как и при дневном свете, благодаря двойным передним и задним рабочим фарам. Включение фар осуществляется на верхней панели кабины. В стандарте машина оборудована полностью регулируемым дорожным освещением по всему периметру, проблесковым маячком и стоп-сигналом, что позволяет оператору легко контролировать машину на 360 градусов. Кроме того, на этой же панели находится кнопка активации стеклоочистителя бокового стекла. Производитель позволяет комплектовать погрузчик одной из 3 модификаций аудиосистемы. Видео 50 Вт, радиоприемник на версии Classic идет в стандарте. Видео 100 Вт с разъемами USB, Bluetooth, радио со встроенным микрофоном. Все аудиосистемы адаптированы для работы в запыленных условиях сельского хозяйства. Кроме того, в кабине имеется держатель для телефона и выход 12 вольт для зарядного устройства гаджета. Разъем USB расположен около места для хранения зарядки телефонов. Рулевая колонка машины регулируется по высоте и углу наклона. Для повышения комфорта и уменьшения нагрузки на оператора на данных машинах была усовершенствована система усиления рулевого управления, и мощность насоса была увеличена со 140 бар до 180 бар. Это позволяет оператору выполнить выворот колес с меньшим усилием. Джойстик JSM, разработанный и запатентованный Маниту, позволяет управлять всеми гидравлическими функциями при помощи одной руки. Оператор может все время держать вторую руку на рулевом колесе, безопасно выполняя свою работу. Движение джойстика вперед позволяет опустить стрелу. Движение джойстика назад поднимает стрелу. Движение джойстика влево осуществляет подъем ковша. Движение джойстика вправо производит опускание ковша. Ролик 1 отвечает за гидролинию для навесного оборудования. Ролик 2 за работу телескопической стрелы. Маниту — единственный производитель, предлагающий такой уровень эргономичности. В MLT X741-140V+ предусмотрено несколько мест для хранения в кабине. Под приборной панелью, внутри подлокотника, большой карман на входной двери, где могут поместиться даже 1,5-литровые бутылки, сетка для хранения на двери и еще одно большое место для хранения объемом 13 литров расположено рядом со ступенькой. Ящик вмонтирован в основании погрузчика и оборудован замком. Все места для хранения легко доступны для оператора и позволяют хранить все необходимое – документы и инструменты. Для водителей сельскохозяйственных машин шум является основной причиной усталости. Поэтому уровень шума в кабине MLT X741-140V+ составляет всего 72 дБ. Дополнительная акустическая изоляция кабины разработана таким образом, что в кабине отсутствуют воздушные карманы, а изогнутая конструкция позволяет оператору сосредоточиться только на выполнении работ. Трансмиссия Маниту Vario Plus CVT позволяет осуществлять движение без переключения передач. Она состоит из одного аксиально-поршневого насоса и 2 гидромоторов. Это позволяет оптимизировать расход топлива, снизить уровень шума, так как работает всего лишь один мотор. Благодаря бесступенчатой трансмиссии переключение скоростей отсутствует. Это позволяет оператору максимально сосредоточиться на выполнении работ. Очень простая в использовании трансмиссия обеспечивает 3 режима работы. Первый режим «Комфорт» позволяет достигать максимальной скорости в 40 км в час и при этом использовать тот же крутящий момент. Однако максимальная скорость будет достигаться немного медленнее, чем обычно. Второй режим – «Динамичный», удобен для работы с ковшом и на силосе, так как машина более отзывчива и быстрее реагирует на активацию кнопок.
Этот режим удобен на дороге, так как работает функция запоминания. Она активируется после рестарта двигателя. Третий режим – режим Эко. Основная его задача – оптимизировать расход топлива. Экономия расхода топлива при использовании такого режима составляет порядка 8%. В этом режиме двигатель постоянно адаптируется к выполнению задач и уменьшает крутящий момент при необходимости. В остальном этот режим позволяет сохранить те же характеристики вождения, как и при обычном режиме. Функция управления скоростью торможения, другое название инч-педаль или ограничитель скорости движения, используется для оптимального маневрирования и позволяет замедлять скорость движения при высоких оборотах двигателя и высоком давлении в системе гидравлики. В рабочем режиме функция активируется с помощью педали тормоза и автоматически управляет скоростью передвижения, что позволяет работать с большей точностью при размещении груза, независимо от оборотов двигателя. Мультидисковые тормоза, расположенные в масляной ванне, интегрированы в усиленные передние и задние мосты. Безопасно выполнять сложные задачи благодаря тормозам можно на всех 4 колесах. При помощи стояночного тормоза машина будет безопасно припаркована, независимо от позиции или крутизны склона. Тормозная система машины защищена, и с течением времени ее надежность не уменьшается. Переключатель между режимами управления колес находится около ручного тормоза. Перейти из режима в режим возможно только после выравнивания колес, то есть индикатор на панели должен загореться зеленым. 3 режима возможного управления. Телескопическим погрузчиком включает в себя управление 2 колесами при использовании на шоссе, управление 4 колесами для маневрирования в стесненных условиях, и крабовый ход – движение боком в ограниченном пространстве. Двигатели телескопических погрузчиков Маниту установлены на шасси справа в легко доступном месте. Компоновка кожухов позволяет легко обеспечить доступ к нижней части двигателя для проведения расширенного технического обслуживания. Воздушный коллектор защищен двухступенчатой системой фильтрации. Это внешний префильтр и внутренний фильтр. Внешний самоочищающий префильтр расположен на капоте двигателя. Он очищает воздух и убирает крупные частицы перед тем, как воздух попадает в сам фильтр, тем самым продляя срок службы двигателя. Встроенный воздушный фильтр расположен под капотом и осуществляет финальную высокоэффективную фильтрацию. Система охлаждения состоит из радиатора и вентилятора. Радиатор, в свою очередь, состоит из 4 частей: интеркулера, радиатора масла трансмиссии, радиатора масла гидравлики и радиатора охлаждающей жидкости. Вентилятор регулируется при помощи электроники. Автоматический контроль за скоростью вращения, температурой двигателя и масла в гидравлике позволяет охлаждать двигатель точно при необходимости. Оптимальное смазывание элементов двигателя происходит при всех температурах. Расположение радиаторов и система охлаждения параллельные, позволяющие одинаково эффективно и одновременно охлаждать жидкости всех систем и избегать загрязнения межрадиаторного пространства. Щиток доступа открывается при выкручивании болтов и позволяет оператору очистить дно кожуха под радиатором. Аксиально-поршневой насос с переменной подачей LSU Load Sensing Ultra 170 литров в минуту на MLT X741-140V+, позволяет быстро выполнять комбинированные операции. Замеры показали, что насос стал эффективнее по сравнению с предыдущими моделями. Гидробак со встроенным индикатором расположен рядом с отсеком аккумулятора и имеет возможность запирания лючка. Заливная горловина слева не дает оператору возможность спутать заправку гидромасла и топлива, что повышает безопасность работы. Надежная стрела с двойным П-образным профилем имеет сварной шов в месте наименьшей нагрузки. Для модели MLT X741-140V+, стрела состоит из 2 секций. Надежная конструкция и более высокая скорость выполнения рабочего цикла обеспечивают оптимальные характеристики для интенсивных работ. Данная стрела специально разработана для сложных цикличных работ в тяжелых условиях со среднегодовой наработкой плюс-минус 2500 моточасов. Усиленная конструкция на передней и задней осях мостов Dynaspicer сконструирована для сельскохозяйственного применения. Тормоза и дифференциал интегрированы в конструкцию моста.
Двойные крепления на каждой стороне сконструированы для длительной эксплуатации. Модель MLT 741-140V+ стандартно оборудована централизованными точками смазки в задней части машины. Эти точки смазки предназначены для выравнивающего цилиндра – одна точка смазки у основания цилиндра, подъемного цилиндра – одна точка смазки у основания цилиндра, механизм качающегося заднего моста – две точки смазки. Такое расположение на моделях экономит время и уменьшает общую стоимость владения. Корпус SCR защищает выхлопную трубу. Легкая по весу задняя крышка легко убирается для обслуживания, если нужно убрать землю, солому или полову. Единое для всего модельного ряда Newark шасси делает его универсальным для всех моделей со ступенькой Easy Step. Широкая конструкция брызговиков ограничивает разбрызгивание грязи. На модели MLT X741-140V+ добавлен задний противовес весом 480 кг. Улучшен комфорт и эффективность омывателя стекла за счет спаренных нижних дворников. При включении одновременно срабатывают оба дворника на лобовом стекле. Это позволяет очистить практически 100% поверхности. Жидкость для омывания доступна на всех моделях с бачком объемом 6 литров. Задние и боковые стекла также оборудованы стеклоочистителями. Электрически регулируемое зеркало с функцией подогрева доступно опционально. Наружное зеркало активируется из кабины с кнопки управления на подлокотнике. Легко регулируется, что облегчает его использование в зимнее время. Инновации, применение которых снижает расход топлива, а значит и общую стоимость владения машины MLT X741-140V+. Это применение режима Эко, использование только одного мотора на высокой скорости на M-Vario+. Телескопические погрузчики Manitou комплектуются как стандартными шинами, так и шинами различных ведущих мировых производителей по желанию заказчика. При этом выбор шин не влияет на габариты погрузчика. Быстрая и легкая смена навесного оборудования позволяет оператору сделать это, приложив минимум усилий и затратить минимум времени. Конструкция каретки имеет максимальную надежность. Она одинакова на всех машинах Manitou грузоподъемностью от 2 до 6 тонн. Таким образом, каретка имеет еще и полную универсальность, то есть к ней подходит все навесное оборудование линейки Manitou, и для смены навесного оборудования не требуется модернизация или изменение конструкции каретки. Система легкого соединения навесного оборудования ECS Easy Connect System активируется кнопкой спереди кабины, стравливает давление в линии навески с заведенным двигателем и позволяет легко подсоединить гидравлические штуцеры навески. Широкий выбор оригинального навесного оборудования включает в себя сельскохозяйственные ковши CBA шириной от 2050 мм до 2700 мм и объемом от 1500 до 4550 литров. Вилы для резки силоса объемом от 1200 литров до 1800 литров. Ковши для силоса с ротором объемом от 1650 литров до 2000 литров. Вилы с захватом объемом от 1050 до 1520 литров. Вилы для навоза с захватом повышенного объема объемом 2000 литров. Ковш с захватом повышенного объема вместимостью от 1270 до 2600 литров со сварными MS или коваными FO зубьями. Различное навесное оборудование для захвата и погрузки тюков. Ковши общего назначения объемом от 583 до 1000 литров. Манипулятор для бигбэгов грузоподъемностью до 2400 кг. Щетки для уборки и мойки высокого давления. Среди последних новшеств от Manitou можно отметить интеллектуальные средства улучшения технических характеристик, производительности и качества технического обслуживания. Систему удаленного мониторинга Connect. Приоритетной задачей для Manitou является оптимизация совокупной стоимости владения TCO, включающей сокращение рабочего времени и расходов на топливо, на обслуживание и так далее, повышение эксплуатационной готовности машины с облегчением доступа к главным компонентам, позволяет упростить проведение технического обслуживания. Увеличение интервалов технического обслуживания позволяет сократить соответствующие расходы. После подключения машины к системе удаленного мониторинга важнейшая информация доступна владельцу машины через мобильное приложение. Вы всегда найдете контакты дилеров Manitou на сайте manitou.com.